Друзья, всем привет! Готовлю арахисовое кето-печенье в шоколадной глазури. Это простое и быстрое в приготовлении печенье, которое понравится всем любителям полезных десертов при ограничении углеводов и при непереносимости глютена. А все особенности рецепта я расскажу в данном видео. Арахис рекомендую соленый и обжаренный, тогда вкус печенья будет сильнее. Арахис пробиваю в блендере до мелкой крошки. В арахисовую крошку добавляю разрыхлитель, молотый имбирь и ванилин. Перемешиваю сухие ингредиенты. Добавляю клетчатку и перемешиваю. Добавляю яйца, перемешиваю. Добавляю жидкий подсластитель. В качестве подсластителя у меня стевия. Тщательно перемешиваю, чтобы подсластитель хорошо вмешался в арахисовую массу. Противень для выпекания смачиваю водой при помощи кисточки. Сверху выстилаю пекарскую бумагу и фиксирую пекарскую бумагу на противне. При помощи ложки и лопатки формирую круглые заготовки из арахисовой массы. Укладываю заготовки на противень поверх пекарской бумаги. Подравниваю и убираю противень с заготовками в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Готовое арахисовое печенье оставляю на столе, чтобы оно остыло. Для глазури темный шоколад необходимо растопить до жидкого состояния. У меня это тертый какао, в котором нет углеводов. Ссылку на тертый какао я оставляю в описании под этим рецептом. Шоколад растопил в микроволновой печи. Вы можете растопить просто на плите или на водяной бане. Добавляю подсластитель и обмякшее сливочное масло. Перемешиваю до получения однородной глазури. Если сливочное масло холодное, размягчите его в микроволновой печи. Шоколадная глазурь гладкая и однородная. Глазирую арахисовое печенье при помощи кисточки, нанося глазурь и распределяя ее кисточкой. Помните, что глазурь не должна быть слишком текучая. Она должна быть именно такая, как у меня, чтобы можно было ее брать кисточкой. Метод обмакивания не подходит сюда, так как шоколада просто не хватит, если вы будете каждое печенье окунать в шоколад. Готовое печенье убираю в холодильник, чтобы глазурь застыла. Арахисовое кето-печенье в шоколаде без глютена и без сахара получилось очень вкусное. Готовьте со мной полезные и вкусные рецепты на канале. Приятного аппетита!